Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Климент Нихамая, настоятель храма Святой Троицы в городе Чандрапур, Индия. Здравствуйте, дорогой отец Климент. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дорогие наши телезрители, темой сегодняшней нашей передачи мы назначили такую «Проповедь в Индии». И, казалось бы, простые слова, но вместе с этим мы сегодня увидим с вами, насколько это непростое дело проповедовать, в данном случае в Индии. Дорогие наши телезрители, мы будем с радостью принимать ваши звонки по телефону в нашем Санкт-Петербурге. Код города 812, телефон 677 62 44. Пожалуйста, звоните. Будем очень вам признательны. Дорогой отец Климент, когда мы говорим о проповеди, то сразу даже просто одно это слово вызывает в нас, в христианах, огромное количество вопросов, каких-то очень интересных комментариев. Но когда мы говорим проповедь в Индии, мне казалось, что это, в общем, в принципе, проповедь в Индии или проповедь, не знаю, там, в Европе, это, в принципе, везде проповедь. Но узнал я о том, что проповедовать в Индии – это дело совершенно другое. Это практически опасно, это очень сложно, потому что можно ведь сказать о том, что вы сейчас единственный православный священник, который и по роду вы из Индии, и живете в Индии, и хорошо знаете свой народ, и вы практически, можно так сказать, что вы один на миллиард, потому что примерно столько живет людей в Индии. И скажите мне, пожалуйста, сколько из этого количества людей, сколько христиан? В общем-то, из такого огромного количества по государственной цифре это только 2%. 2%? 2%, да. И, как-то мы знаем, что, христиане знают, что это не так, это больше. Но не меньше 7%. Это. Но это, получается, если это миллиард людей, это, получается, очень много. Это очень просто много. Очень много. Да. И если мы сейчас будем говорить о проповеди в Индии, я бы хотел все-таки, чтобы вы, во-первых, рассказали, как вы пришли к вере, к православной вере. Случилось ли это сразу по рождении, или вы стали православным еще благодаря вашим родителям? Как это случилось? Вот, короче говоря, что моя семья была христианка, но так меня исповедовали англиканство, так это уже 4-е поколение англиканское. И еще мой брат тоже был служителем англиканской церкви, он еще в конце концов стал епископом. Вот в свое время, когда он еще учился в семинарии, он узнал, что есть православная церковь. Но поскольку я понимаю, что это о православии нигде не учат так глубоко, только и даже если история Древней Церкви, там только будет 1-2 фразы, что есть православная церковь, все. И вот таким образом он узнал, что есть такая церковь. А в Индии вообще, где мы живем, это не знали, где это находится, как искать его, как найти, о чем эта церковь говорит. Но он начал читать книги и искать по интернету. И нашел, и как-то понимал, что это древняя церковь, апостольская церковь. Это не просто какая-то конфессия. И начал он читать тогда, как святых отцов, и еще глубоко, потому что, когда еще был в семинарии, это как-то не было так глубоко. Это просто как, что они хотели, они преподавали. А теперь он начал учиться это все. И понял, что единственная церковь, которая имеет связь с апостольской церковью или с апостолами, это православие. Это православная церковь. И поэтому он начал отправить письма разных юрисдикций православной церкви, греческие, потом русские. Но ответила только русская церковь.
И таким образом они отправили нам миссионерские священники, и они приняли нас в 2012 году в православие. Понятно. И я так понимаю, что этот процесс был долгий. И если, понимаешь, если в 2012 году вы практически узнали об этом, но я знаю о том, что вы написали большое письмо, еще будучи мирянином, вы написали большое письмо о том, что вы нуждаетесь в православном священнике. И когда я читал это письмо, то я узнал о том, что вы хотите, чтобы этот священник был, во-первых, чтобы он знал нравы и обычаи людей, которые там живут, чтобы этот священник там жил, чтобы он знал язык и так далее. И написав это письмо, я прочитал его, у вас были замечательные ссылки на святых отцов и на Евангелие, и на Деяния апостолов. Думали вы о том тогда, что когда вы просили, чтобы Господь послал вам священника, думали вы, что это будете вы? Нет, это вообще не было. Но я был в семинаре, но это как-то не ожидал, и даже не была такая мечта, что я буду священником или я должен быть. Потому что так как мой брат был епископом англиканским, и потом после принятия православия он стал мирянином, то поэтому логично было думать, что это он будет. Но получилось так, что это, в конце концов, было рукоположение я. Когда вас рукоположили? Это в прошлом году на Пятидесятницу. На Троицу в прошлом Троицу, году. да. И храм ваш тоже, Да, Святой да, Троицы. да. Рукополагал вас владыка Амвросий. Да. Скажите, пожалуйста, а что вы испытывали в этот момент? Невероятно. Я просто как-то... Даже невозможно передать словам, потому что самое первое, что это очень долго ждали священника. И поэтому, когда во время рукоположения, это только было такое, что Господь, в конце концов, услышал наши молитвы. Он дал нам, чего нам нужно, самое важное. Да? У нас будет таинство, Евхаристия. Это просто, поэтому это самое важное, это было, что Господь, в конце концов, услышал нас. Дорогой отец Климент, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните. Здравствуйте, Глеб Борисович. Меня зовут Игорь Викторович. Я вам звоню из Москвы. Вы сегодня пригласили такого увлекательного батюшку со сложным именем и фамилией. Первый раз я его вижу. Вот у меня такой вопрос. Существуют ли конфликты между индусами и христианами? И сложно ли им работать в церкви? Спасибо большое. Спасибо за ваш вопрос. Вы, что называется, его сняли с языка. Именно этот вопрос я хотел задать отцу Клименту. Вот это есть очень сложно, потому что, обычно, если говорим, что индусы очень хорошие, такой дружелюбный народ, очень хороший. Но когда речь идет о религии, тогда это вообще трудно станет, потому что они не любят, когда мы говорим, что Христос это один Бог, нет других богов. Христианство, православие это единственная вера, это единственная истина. Это, тогда возникают конфликты. И вообще, так как они там, мы же как-то меньшинство, там христиане вообще почти ничего, там в таком большом населении. Поэтому преследуют, там, сжигают храм. Это просто в телевизоре не покажут, там в новостях не покажут, потому не знаю, по каким причинам, но внутренне все знают, что почти каждый день кого-то бьют, какие-то там храмы сжигают. Даже убивают христианам. И это как-то мы уже привыкли. Это для нас это как-то каждый день мы слушаем такие новости. Но просто, к сожалению, это другой мир не знает. Это не покажут. Поэтому люди думают, что вот в Индии все нормально, тихо, мирно, все хорошо там. Но трудно. С индусами тоже трудно. Ну, насколько я понимаю, не просто трудно. Если мы вспомним, наверное, сейчас пришла пора уже вспомнить апостола Фому, который именно был послан именно в этот регион для того, чтобы проповедовать Евангелие. Ну и ведь он тоже
был убит и мучительно принял мучения как раз от таких язычников. То есть мы можем сказать сейчас о том, что язычество настолько процветает, что ваша проповедь, в общем, в принципе, я не погрешу против истины, если скажу о том, что это продолжение апостольской веры и апостольской традиции. Да, конечно, потому что апостол исповедовал и проповедовал православие, и мы тоже так делаем. Хотя там существовали другие конфессии древние, но они теряли православие, свет истины. И теперь поэтому я считаю, да, апостольская вера мы проповедуем там. И по каким причинам он принял кончины, мученические кончины. И такими причинами сейчас преследуют христиан, потому что и тогда тоже власть и такие фанатики, и священники были против апостола и его проповеди. И так и сейчас тоже, и сегодня тоже. И ничего не изменилось, но тоже одна и та же такая же ситуация. Ну, в этом случае я, опять-таки, хочу спросить о том, вот как люди, то есть, ну, вот представить себе вот ситуацию, когда рядом с вами люди есть, которые поддерживают вас, которые исповедуют православную веру. Много ли их? Ну, вообще, крещенных у нас плюс 200 человек. А таких оглашенных еще больше, так это просто много. Даже я не знаю, сколько у нас. И не только в моем городе, одном городе нет. Это еще в разных штатах тоже есть. И недавно еще установили небольшую общину в Мумбаи тоже. Там тоже бывшие католики, индуисты тоже и протестанты. То это, там тоже есть маленькая такая община. Но я ведь знаю о том, что даже несколько лет назад даже около 100 протестантских пасторов приняли православие. Это правда? Это да, это в Южной Индии, там есть штат Андхра-Прадеш называется, там они приняли, да. То есть слово веры православной все-таки идет по Индии. Идет, да. Да, и тогда еще у меня такой вопрос. Вот, есть ли у вас в стране люди, которые никогда, я подчеркиваю, никогда не слышали о Христе? Да, я сталкивался с такими во время, ну, когда еще был мирянином, и когда еще были англиканами тоже. И я встречался с такими, которые никогда не слышали, что Христос, это имя они не знали. Но, может быть, когда-то они видели крест или когда-то храм, но они вообще христианство, это такое название, Христос, это никогда не слышали. Поэтому я знаю, такие есть. Давайте мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните. Алло, здравствуйте, уважаемый ведущий, здравствуйте, отец Климент. Меня зовут Андрей, я из Санкт-Петербурга. Я хотел бы спросить у отца Климента, вообще нужна ли проповедь вот в других странах, вот в Индии, да, и вообще, ну, есть ли смысл в этом? Спасибо. Спасибо большое. Такой вопрос. Ну, я считаю, и не только я считаю, и Христос считал, и апостолы считали, что проповедь нужна не только в каком-то одном месте, не только в Иерусалиме или Израиле, и на всей земле. Как и Христос говорил, проповедь до конца земли, это не только одно место. Поэтому и все нуждают, всем нужен спасение. И поэтому проповедь Христа, это обязательно везде. И неважно, где появляется эта возможность, надо там проповедовать. И неважно, какая страна, неважно, какое место, это наша родина или какая-то другая страна. Нет вопросов вообще. Проповедь Христа должна быть везде. Православие должны быть проповедовать везде. Не только, хочу подчеркивать, что не только в посольстве, но как мы обычно говорим, что миссия, это значит, есть посольство, значит, есть миссия. Но на мой взгляд, это не миссия, это окормление нашей верующей, да, это пасторская забота. А миссия – это тогда, когда мы идем туда, куда нет истины, не знают Христа. И надо там проповедовать, потому что так и заповедовал Христос, чтобы научили всех, крестили всех, и все получили спасение.
Ну да, если мы будем говорить о том, что такое, ну, можно вспомнить, «шедшие научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И эта заповедь дана всем христианам, абсолютно всем. Всем, кто носит имя Христа в сердце своем, потому что иначе как мы можем жить? Но другой разговор, что сейчас здесь, в России, у нас очень, все-таки мы радостно произносим имя Христа, и никто нас за это не гонит. Прошли те времена, когда за это убивали. А сейчас вы едете туда, где за имя Христа можно не просто лишиться, не знаю, там, благополучия или благосостояния, но и жизни самой можно же лишиться ее. Неужели вы не боитесь ехать в Индию? Здесь вот тоже, там тоже нужны пастыри. Почему вы вот не остаетесь здесь, а едете в Индию? В России много пастырей. Я думаю, что здесь мне не нужен. Поэтому, а в Индии там нужен, потому что там нету священника. Поэтому я думаю, что я должен быть в Индии. Вы будете служить один, потому что вы один на миллиард. Вы будете один. Вы едете, у вас там есть храм? У нас нет храма, у нас такой домовый храм, и это тоже только у меня дома. А когда я служу там посоле или какой-то там пригород, там у кого-то дома есть место, там служим. Да, у вас есть антиминс. Антиминс, да, святейший патриарх сам подписал, у меня есть. Есть ли у вас там, ну, не знаю, что-нибудь, деньги, у вас машина, у вас что там есть? К сожалению, нету машины и нету такой ресурс. Конечно, здесь, когда я живу, кто-то когда-то узнает, он хочет что-нибудь пожертвовать, и таким образом я, конечно, получаю какие-то поддержки. Но какой-то такой стабильный ресурс нету такой. Ну и тогда еще один вопрос. Вот я понимаю, что город, в котором вы живете, город Чандрапур, там живет около 300 тысяч людей. Но даже среди 300 тысяч людей христиан у вас, ну, человек 200? Нет, к сожалению, но мало, конечно. Но не должно быть 100 тысяч, наверное. Нет, не 100 тысяч, где-то да, так. Просто у нас англикане много, и католики много, и протестанты тоже много. А православие только что рождает там. То есть у вас особенность проповеди в Индии у вас не только среди тех людей, которые никогда не слышали о Христе, но еще и приведение к вере тех людей, которые находятся, так сказать, во фрагменте веры. Да. То есть в каком-то таком, в каком секторе, что называется. Да. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните? Здравствуйте, меня зовут Михаил, священник, звоню из Санкт-Петербурга. У меня вопрос к отцу Клименту следующий. Решает ли православие, да, православная вера, когда люди Индии принимают православие, проблему кастовости индийского общества? Если решает, то как? Спасибо большое, отец Михаил. Решает, потому что православие не признает, самое первое, что каста не признает какое-то разделение между человеком, потому что мы считаем, что каждый человек создан в образ Божий. И если в образ Божий, тогда невозможно говорить, что ты какой-то из нижнего рода или ты какой-то выше, это невозможно. Поэтому, когда человек узнает, что это православной церкви, потому что другие конфессии тоже, да, говорят, но православие мы особенно подчеркиваем, что человек создан в образ Божий. Это человек именно, а не какая-то каста, не какой-то отдельно какая-то нация, да. И поэтому, когда человек это понимает, что вот здесь мы равны, здесь нас считают как братьями и сестрами, и не как какие-то слуги или неприкасаемые. И они это понимают, для них это невероятно, потому что даже хотя по закону запрещено в Индии кастовая система, но это
ну, так относят людям плохо, да, так запрещено. Но люди же все равно не меняют. И поэтому, когда живут люди в обществе, это все равно они сталкиваются с таким, что когда говорят, что нет, это из нижней касты, нельзя есть с ними или нельзя дружиться с ними. Вот так бывает. Но когда с православием они встречают, для них это вообще другое. Это они думают, что вот здесь наш дом, потому что здесь, как у нас в семье, да, не бывает кто-то там большой и маленький, я имею в виду верхний и кто-то нижний, так в семье не бывает. И так в православии не бывает. Поэтому они думают, что да, я, в конце концов, пришел в семьи своего дома. Поэтому это окончательно, я могу говорить, что решает эта проблема или вопрос. Продолжая вопрос отца Михаила, я бы хотел узнать о том, что я знаю, что есть такая традиция о том, чтобы вот, нужно мстить, нужно не прощать обиду, может быть, даже использовать какое-то насилие для того, чтобы привести к тому, к общему поведению человека, если он как бы выбивается из этого общего поведения. Ну, я имею в виду, конечно, своих там дочерей, сыновей и так далее. То есть, когда дочь, например, начинает исповедовать в исламской семье или, скажем, в индуистской семье, начинает исповедовать христианство, ей это легко дается или это подвиг? Нет, это подвиг, можно говорить. Я могу как-то дать пример своей жены. Потому что она тоже была индуистом раньше. И когда она узнала о Христе, она, ну, как-то мой брат начал ее рассказать, что такое Христос, что такое истина, ну, что, о чем вообще суть христианства. Она это поверила, она вообще начала исповедовать, но это все было тайна. Но когда узнали ее родители, они начали преследовать. Поэтому пришлось так украсть ее и отправить другому. Ну, понятно, потому что, имеется в виду, да, потому что ее били дома, ее вообще как-то было очень трудно. И это не только я говорю, что это не только такая, это не исключительная ситуация. Такая бывает, это, наверное, так как-то обычная ситуация, особенно с женщинами. И такая моя жена тоже прошла. И через очень тяжелым путем она стала православной. Когда даже священник приехал к нам, мы далеко от города ее отвезли и туда крестили, чтобы никто не видел, никто не узнал. И поэтому это тоже, ну, это в 2012 году она приняла крещение и стала православной. Но когда узнали, что это было очень плохо, ее родители, когда узнали, что это мы это все сделали, тогда начали преследовать нас тоже. И много чего гоняли. Но они старались все, что они могли. Даже хотели убить меня, так как это номер, который мой брат использовал для телефона. Это был мой номер, так как там были условия такие, ну, бесплатная зона. Поэтому он использовал это, а и нашел кто я. То есть нанимали наемного убийцу для вас? Да, потому что для них это честь. Но дочка – это как честь. Если она исполняет все, что требует родители или семья, тогда это как-то просто великолепно. Какая для них это гордость. Вот наша дочка такая. Когда немножко так и так, это вообще позор для них. Поэтому для них самое важное, чтобы их дочка вернулась, и не только вернулась, а вернулась даже в религии, исповедовала открыто бывшая эта религия. Поэтому самое первое, чтобы это убить меня, чтобы, так как я был причиной, да, поэтому это все было. Они использовали все, что они могли. Но... Ну, вот и в этом смысле я хотел спросить вас. Вот когда вот начались эти гонения, когда вы ходили под смертью, то есть вы знали о том, что вас собираются убить, вы даже много времени провели в полиции, и вот скажите, пожалуйста, что вам помогало все это вытерпеть? Ведь это же, наверное, очень тяжело. Было тяжело. И до сих пор, когда я это вспоминаю, это все трудно. Но тоже радостно рассказать, потому что как помогло там, в то время, так и помогает сейчас тоже. Особенно псалмы, когда мы читали дома.
Это вообще как-то, это наша жизнь там, как будто там, когда Давид писал, или как они знали, это как-то мы будем так терпеть, и поэтому они писали для нас специально так. То есть вера православная, она Вера для вас православная. была в самом конкретном применении? Да, да. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните? Здравствуйте, я звоню из города Волково. Отец Климент меня знает хорошо, я тоже из Индии. И я тут православный. Как вас зовут? Меня зовут Арвинд, Иоанн, православный. Ваш вопрос? У меня нет вопросов, и у меня есть желание для отца Климента. Конечно, он сейчас в Индии, он делает очень важные дела. Я ему желаю всего хорошего. Если Бог даст, то я, может быть, я с ними соединюсь и буду помогать ему, конечно, с Божьей помощью. Слава Богу. Ну, спасибо, Арвинд, такие пожелания и молитвы, конечно, да. Ну вот видите, как Волхов, то есть у нас ведь тоже есть такие далекие места в нашей Ленинградской области, где тоже можно, нуждаются в проповеди люди. Так что возвращаясь к вашей миссии, потому что иначе как бы это не назвать. Миссией все-таки. Это миссия, да. Вот скажите мне, пожалуйста, вот если бы у вас, ну, например, там, скажем, вы могли бы что-то сделать, вот что бы вы хотели больше всего сейчас для вашего служения в Индии? Вот что бы вам самое было необходимое сейчас? Самое необходимое, это, конечно, милость Божья. Потому что без Бога что делаем там? Если у вас есть деньги, если у вас есть все, но помощи Божьей нету. Да, ничего там. Поэтому самое важное, чтобы Бог был с нами. И не важно, какие ситуации, чтобы всегда был рядом с нами. И как-то дал нам успехов, да, в наших делах. И это самое важное. И, конечно, второстепенно, но важно, это же тоже, конечно, материальная помощь тоже, потому что как нету храма, даже нету кладбища у нас. Вот что с этим делать, кстати, с кладбищем? Ну, трудно, потому что государство ничего не дает. Государство говорит, покупайте свои земли и делайте что угодно. Поэтому надо купить свои земли, это тоже дорого. Поэтому пока вот так ждем, если будет какие-то поддержки, тогда мы будем этому, возможно, будет это делать все. А в этом случае сейчас как приходится поступать? Это трудно. У нас, слава Богу, как-то давно никто не погиб, но были случаи, когда 2 ребенка погибли, и пришлось похоронить их в индуйском крематории, потому что они тоже младенцев не кремируют, они похороняют. Поэтому пришлось так делать. Понятно. То есть вообще, но в принципе есть возможность, если приобрести землю, то возможность и... Ну и кроме того, вот мне хотелось узнать, вот в то время, когда православие только начало свой путь по индийской земле, я так понимаю, что это случилось, в общем, не так давно. То есть это в 21 веке уже случилось. Да. И сколько людей приняло крещение, вот, ну, скажем, с того времени, когда вы приняли крещение? Всего вместе, да? Это все, если все вместе считаем, ну, где-то 280 человек. Да. Понятно. И вот скажите, вся эта группа, она до сих пор существует, да, и она до сих пор ждет, когда приедет